В Москве из пожара спасли беременную. Тревога в Киевской области длилась 11 часов, а в Корее мост рухнул на группу рабочих. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. 8 человек, в том числе беременную женщину и 3 детей, спасли из пожара в Москве на улице Академика Варги. Как минимум 4 жителям дома потребовалась медицинская помощь из-за отравления угарным газом. Огонь вспыхнул на 1-м этаже в консьержной 14-этажного жилого дома. Причина пожара пока неизвестна. На месте работают сотрудники оперативных служб. А в Омской области на трассе Сидельниково-Муромцево произошло серьезное ДТП. Там грузовик столкнулся с «Газелью». 4 большегруза шли колонной. Прицеп одного из них вынесло на встречку, по которой ехал пассажирский микроавтобус. Один из его пассажиров погиб. Об этом сообщили в местной полиции. Для помощи пострадавшим остановился «Лексус». В него врезался еще один грузовик. Всего в этом ДТП пострадали 8 человек. Возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Президент Франции Эммануэль Макрон провел совместную пресс-конференцию с Дональдом Трампом, а также дал интервью каналу Fox News в ходе своего визита в США. Неизбежно одной из важнейших тем обсуждений стала война в Украине. Макрон заявил, что перемирие в ближайшие недели действительно возможно, однако не без оговорок. I think it's feasible. My concern is that we have to go fast, but we need something first, a truce which could be assessed and checked, and a full-fledged negotiation. So a ceasefire? Yes, but be careful, because in 2014 we had a ceasefire with Russia. Также Макрон подчеркнул необходимость включения Украины в переговоры о прекращении войны и заявил, что Франция готова предоставить Киеву гарантии безопасности. Ну а сам Макрон даже готов снова начать разговаривать с Путиным. Все, конечно, сразу вспомнили регулярные звонки французского президента в первые недели войны, когда тот, как мог, пытался урезонить диктатора. Кстати, Трамп называть Путина диктатором отказался и тут же ушел в рассуждения о светлом будущем. I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. Реакция Макрона на слова Трампа тут же завирусилась в интернете. Как ни пытался он держать лицо, пока американский президент в очередной раз упражнялся в словесной эквилибристике. Кроме того, Трамп заявил, что так как он, Украине никто не помогал. Впрочем, с этим сложно не согласиться, так еще и правда не помогал никто. Что касается России, здесь Трамп упомянул ресурсы, в которых заинтересованы США, в том числе редкоземельные металлы. И буквально в унисон этим словам новые заявления Владимира Путина придворному журналисту Павлу Зарубину. Россия, оказывается, действительно готова продавать США свои ресурсы. Хотя годами пропаганда накачивала своего зрителя идеями о том, что Америка спит и видит, как запустить руки в наши недра. Но мудрый президент не даст. Это, правда, капиталоемкий, инвестиционно-емкий проект. Ну, по предварительным оценкам он стоил, или будет стоить в сегодняшних ценах, где-то миллиардов 15. Ну, мы можем подумать над этим. Также Путин с одобрением высказался об идее Трампа сократить расходы на оборонку России, США и Китаю. Мы могли бы договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Что ж, на фоне такой хвалебной риторики Путина невольно вспоминаются его слова, сказанные в начале февраля о европейских лидерах, которые будут плясать под дудку Трампа. Все они, вот увидите, это произойдет быстро, скоро. Все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком. Пока что активнее всех хвостиком машет именно Путин. И тем активнее, чем активнее Трамп педалирует тему переговоров. И, к слову, о переговорах. Их новый раунд пройдет в Эр-Рияде уже сегодня. Об этом пишет немецкий сайт со ссылкой на дипломатические источники. В Саудовской Аравии снова встретятся делегации России и США. Официально о встрече объявлено не было, однако ранее о планах провести ее 25 февраля говорил Дональд Трамп. При этом замглавы российского МИДа Сергей Рябков эту информацию опровергал. За прошедшие сутки российская армия нанесла массированные удары по нескольким областям Украины. По данным властей и экстренных служб, были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры и сельскохозяйственные предприятия. Тревога в Киевской области длилась почти 11 часов, а в самом Киеве 4,5. Из-за этого в киевском метро утром образовались огромные очереди. В Обуховском районе Киевской области пострадала 44-летняя женщина. В нескольких районах повреждены частные дома. Харьковскую область атаковали корректируемыми авиабомбами, дронами и артиллерией.
артиллерией. Там пострадали 4 женщины и 4 мужчин. Повреждены десятки домов, склады, сельхозтехника. Сумская область пережила 24 обстрела и 27 взрывов. В самих Сумах в результате атаки дронов ранены 2 человека, повреждены 3 многоэтажных дома, частный дом и офисное здание. Взрывной волной выбито 148 окон. Тем временем Совет безопасности ООН принял резолюцию по Украине, в которой по настоянию США война названа конфликтом, а также отсутствует упоминание российской агрессии. Из 15 членов Совбеза за проголосовали 10 стран. 5 – Великобритания, Франция, Дания, Греция и Словения – воздержались. Против не проголосовал никто. Представительница США назвала документ простым первым шагом к миру. Стоит отметить, что накануне 24 февраля резолюцию принимала Генассамблея ООН. Вернее, даже 2 резолюции, подготовленные Украиной и США. Против предложенного Киевом документа проголосовали 18 стран, в том числе Россия, Беларусь, КНДР, США, Израиль и Венгрия. А резолюцию США Генассамблея, в отличие от Совбеза, приняла с поправками. Слово «конфликт» там заменили на полномасштабное вторжение, а также добавили пассаж о том, что ООН привержена, цитата, «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины». Конец цитаты. В Южной Корее строящийся мост рухнул прямо на рабочих. Агентство Йонхап сообщило, что погибли 4 человека, пострадали 6. Обрушение произошло на строящейся скоростной автомагистрали в 60 километрах от Сеула. Застройщик Hyundai Engineering принес извинения пострадавшим и семьям погибших. И это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Друзья, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это особенно важно, если у вас тормозит YouTube. Так мы сможем с вами оставаться на связи в любом случае. Кроме того, в телеграм мы выкладываем весь наш контент, в том числе в аудиоформате. Просто перейдите по ссылке в описании к этому видео или сканируйте QR-код, который вы сейчас видели у себя на экране. Всего вам хорошего и берегите себя.